Смотрите на эту цифру. 16%. Знаете, что это? Это не инфляция. Это ключевая ставка Центробанка. Плата за то, чтобы просто взять кредит. Такой ставки не было в России 20 лет, со времен 90-х. И это не случайность. Это симптом. Экономика перегрета от военных расходов, и ЦБ изо всех сил жмет на тормоз. Вопрос, который волнует всех. Что будет, когда педаль тормоза наконец отпустят? Точного ответа нет ни у меня, ни у любого другого человека на этой планете. Но есть цифры и есть история. Давайте посмотрим, что они говорят. Сегодня разберем 3 вещи. Что происходит с российской экономикой прямо сейчас, какие 3 сценария возможны после окончания активных боевых действий и 4 механизма, которые сработают в любом случае, вне зависимости от того, как все закончится. Без политики, только цифры и экономическая механика. Поехали. Сначала честная картина настоящего. Российская экономика сейчас работает в режиме, который экономисты называют военной мобилизацией. Расходы на оборону и безопасность — это примерно треть всего федерального бюджета. Больше, чем на образование, здравоохранение и социалку вместе взятые. Заводы оборонки работают в 3 смены. Платят зарплаты, о которых раньше можно было только мечтать. 100, 150, 200 тысяч рублей. Параллельно с этим рекордно низкая безработица — меньше 3%. Формально это отличная новость. Но формально хорошая цифра скрывает проблему. Людей физически не хватает. Заводам, стройкам, даже кафе некого нанимать. Отсюда и рекордная ключевая ставка — 16%. ЦБ пытается остудить экономику, в которой слишком много денег гоняется за слишком малым количеством товаров и рабочих рук. Вот с какой стартовой позиции мы подходим к моменту, когда военные расходы начнут снижаться. И именно от того, как они будут снижаться, зависит все остальное. И вот тут пригодится история. Потому что подобная ситуация уже случалась 3 раза, с разным концом. Сценарий первый, самый оптимистичный. Назовем его «Немецкий путь». После войны Германии дали внешние деньги, разрешили перестроить заводы под гражданские нужды и убрали военные траты из бюджета почти полностью. Для России это означало бы снятие санкций, приток инвестиций и конверсию военных заводов обратно в гражданское производство. Возможно ли это? Технически — да. Вопрос в политических условиях, которые лежат вообще не в экономической плоскости. Идем дальше. Сценарий второй, куда более вероятный при сохранении текущих санкций. Назовем его «Иранский путь». Санкции остаются, внешних денег нет. Экономика адаптируется, но не растет быстро, а просто выживает на собственных ресурсах. Для России это уже частичная реальность. Параллельный импорт, расчеты в юанях и рупиях в обход доллара, свой аналог SWIFT. Вопрос: станет ли это временной мерой или новой нормальности на десятилетие, как случилось с Ираном? Сценарий третий, и о нем почему-то говорят меньше всего. Назовем его «демобилизационный шок». Дело не в том, кто победил. Дело в том, что происходит с экономикой, которая долго работала на войну, когда военные заказы резко падают. Целые города и поселки в России сегодня держатся на оборонных предприятиях. Что произойдет там, когда заказы сократятся хотя бы вдвое? И параллельно сотни тысяч демобилизованных людей одновременно выходят на гражданский рынок труда. Найдется ли для них место? Именно так распадалась советская военная промышленность после Афганистана. И последствия аукались еще 10 лет. Какой бы сценарий ни реализовался, есть 4 вещи, которые произойдут с высокой вероятностью. Первое. Ключевая ставка начнет снижаться. Как только военные траты перестанут разгонять инфляцию, у ЦБ появится причина отпустить тормоз. Для обычного человека это значит, ипотека и кредиты постепенно подешевеют. Не мгновенно, но направление будет именно такое. Второе. Рынок труда получит встряску. Одновременно с демобилизацией часть оборонных заказов начнет сокращаться. И туда одновременно пойдут люди, которым нужна новая работа. Третье. Курс рубля и цены отреагируют на снижение оборонных вливаний в экономику. Уменьшится количество денег, которое печаталось на военные нужды.
Четвертое, и это неприятная правда, санкции не выключатель. Даже при значительном снижении интенсивности конфликта, их снятие — долгий политический процесс, который может занять годы, а то и десятилетия. Это не прогноз конкретных сроков, это просто механика, которая работает одинаково для любой страны в любую эпоху. Я специально не называю сроки и не делаю громких заявлений вроде «через год все рухнет» или «через год будет бум». Это гадание, а не экономика. Но теперь, зная эти 3 сценария и 4 механизма, вы сможете сами читать новости иначе. Видеть не заголовки, а реальные признаки. Куда движется ставка, что с заказами на заводах, что с санкционным давлением. Это единственный честный способ понимать экономику будущего. Не гадать, а следить за механикой. Ставьте лайк, если досмотрели до конца. Подписывайтесь. И увидимся в следующем видео.